Всем привет, друзья! Посмотрите, какой у меня есть кулончик красивый. Я показывала его в распаковочке уже. И я решила сделать украшение. Здесь камень цитрин в описании был. И камень агат. Очень красивый цвет. И очень хорошо подходят вот эти бусинки, на мой взгляд. Сочетаются отлично. И у меня немножко, совсем мало, есть вот такие бусины. Они хорошо подходят к вот этому камню. Желтенькие. Может быть, они мне пригодятся. Где-то проставить в маленьких. Ну, а так очень хорошо будет сочетаться именно вот этот цвет. Здесь такие вкрапления зеленые. Я думаю, достаточно. Я не буду больше проставлять никаких зеленых бусин. Думаю, это будет чересчур, наверное, ярко, если добавлять каких-нибудь зеленых бусин. Я решила вот такие бусины добавить. Тоже я показывала эти бусины. Они недорогие. И написано у продавца, что это каменные бусины. Я подобрала вот такой цвет. И хочу их, наверное, поставить, где-то перекрутить. И будет хорошо сочетаться. Так как я тут напридумывала себе, что у меня даже может получиться колье-трансформер. Я давно уже забыла про эти застежки. Не помню когда, очень давно я их показывала в распаковке. По-моему, 5 таких штучек идет в комплекте. И я про них забыла, и тут я на них наткнулась. Они очень хорошо работают. С одной стороны открывается колечко, с другой стороны оно глухое, не раскрывается. Очень хорошо закрываются плотно. И я попробовала надеть кулон, и он хорошо здесь сидит. Посмотрите, как здорово, да? И у меня сразу пришла идея сделать колье-трансформер. Легко открываем, снимаем. Кулон можно отстегнуть и носить колье без кулона. С одной стороны я буду делать вот эти бусины, так как здесь будет расстегиваться вот эта часть, куда будет кулон надеваться. С этой стороны я решила поставить бусинки крупные. Это 10 миллиметров бусины. Я их тоже недавно показывала. Очень интересные, да, бусины? И с другой стороны, на вот этот уже, который не будет раскрываться, поставить вот эти бусинки. 4 ряда я хочу сделать. Ну и перекрутить их. Вот так, наверное. Ну и теперь давайте приступим. Есть у меня фурнитуры много такой. Под серебро с чернением. Я вот эти бусины подобрала, думаю. Не бусины, а шапочки такие красивые. Можно бусину сделать, я уже как-то их показывала. Очень понравились мне такие шапочки, интересные. Здесь с чернением идет интересный рисуночек. И здесь есть почернение в кулончике. И я думаю, будет хорошо, если где-нибудь я их проставлю, такие шапочки. Фурнитуры много, такой с чернением. Я подобрала и вот такие проставочные диски плоские. Тоже будут красиво смотреться. Может быть, где-то проставлю. Ну и сначала я, наверное, буду набирать бусинки большие с одной стороны. Ну а потом я сделаю с другой стороны уже маленькие.
Сейчас я все сниму, покажу, как я буду крепить эти бусинки. И сколько сантиметров будет у меня украшение. Примерно я планирую сделать 60 сантиметров. Ну и сейчас я отмеряю все и вернусь. Отрезала я тросика сантиметров 50 примерно. Здесь есть перекладинка, в которую нужно провести тросик. И немножко надо тросик вот так загнуть, чтобы его провести, потому что здесь отверстий нет, здесь только перекладинка, за которую нам надо прикрепиться. Ну и здесь, наверное, мне поможет, конечно, плоскогубцы. А может быть и пройдет. Вот, прошло, да. Надо загнуть хорошо, а потом уже... Ну вот, я вытянула тросик. Ну и первую бусину надо надеть, наверное. Я сейчас хочу зеленые бусинки отложить темные. Вот тут 4 бусинки есть темного цвета такого, да? Я их как-то там буду интересно оформлять. Ну вот и посмотрите, как сидит. Здесь не нужна никакая шапочка. Вот я надела первую бусину, и просто надо сейчас надеть кримп и вплотную его зажать. Просто вот так и будет. Здесь и закрывается отверстие. Перекладинка очень высоко расположена, поэтому бусинка немного выше становится. И поэтому идет такая щель. Ну, ничего страшного. Смотрится даже неплохо. И теперь надо зажать. Вот я надела кримп. И теперь поближе зажать кримп к бусине. Ну, а теперь обжимную бусину надо сверху надеть и тоже зажать. Ну вот, зажала я кримп, надела бусинку. Ну и теперь дальше я буду продолжать надевать бусины. Сделаю сантиметров 40, наверное. Эта часть у меня будет, где большие бусины. Вот так примерно, да? Ну и покажу вам, что у меня получилось. Ну вот как у меня получилось. Видите, я поставила зеленые самые бусины, 2 выбрала, и поставила вот так в шапочке. Посмотрите, как красиво смотрятся эти шапочки. Здесь посерединке я поставила тоже зеленая бусина, более-менее темная такая. Тоже в шапочке, только другие уже. Так как это будут съемные бусы, их можно будет отдельно носить. И можно любой стороной также носить. Здесь замочек будет, можно здесь приделать кулончик. Можно так носить, а можно перевернуть и носить вот этой частью впереди. Вот так вот. Тоже красиво, да, смотрится? Это по бокам украшение такое интересное вместо бусин. Так, и теперь я поставила кримп, как и здесь. Теперь мне надо вывести тросик также. Согнула я его, и надо провести через эту перекладинку. Провели тросик и обратно в бусинку проводим и в кримп. И проводим через бусинку. И теперь надо подтянуть тросик. Беру я плоскогубцы, чтобы было удобно, и подтягиваем. Вот так вот сгинаем бусины, чтобы они так лежали мягко. И подтягиваем. Вот это, чтобы не было тросика видно. Я не люблю, когда он проглядывается.
Ну а здесь нужно хорошо подтянуть бусину, чтобы она прямо к замочку легла ровненько. И тогда уже надо кримп зажимать. Вот чтобы не было вот. И оставить обязательно здесь место для обжимной бусинки. Бусинка у меня 4 миллиметра. Вот смотрим, да? Подтягиваем все. Примерно оставила я вот столько. И теперь подтянули и зажимаем кримп. Все, теперь надо обжимную бусинку вставить аккуратненько, чтобы она прошла вот в это отверстие. Сам тросик поместился именно в отверстие. И потом зажимаем кримп, то есть обжимную бусину. Аккуратненько, сильно не нажимаем, а потихонечку формируем. Очень хорошие вот эти у меня обжимные бусины. Они из твердого металла и такие прям аккуратненькие получаются бусинки. Понравились они мне. Все, а здесь мы обрезаем прям под самый корень, чтобы не было видно тросика. Вот одна часть у меня готова. Бусик. Здесь можно так носить. Замочек очень хорошо работает. Можно вот так носить бусики. Так, пока их откладываю, теперь другая задача. Берем второй комплект застежки. Ну и теперь нам надо сделать вторую часть. Вторая часть у меня будет 4 ниточки. 4 тросика я отмерила примерно 25-26 сантиметров. Так как это будет сантиметров 20 примерно. Чтобы сделать набор, мне надо провести тросик. Провела я тросик и надела 2 бусинки. Подтягиваем и надела кримп. Кримп надо раздавить. И здесь я надену обжимную бусину уже 3 миллиметра, маленькую. Так как бусинки маленькие, ну и обжимная бусина тоже должна быть маленькая. Вот такая вот. И зажимаем ее. И буду набирать я через один, я решила делать. И есть у меня проставочные бусинки, вот такие маленькие. Кое-где буду проставлять, чтобы как-то поддержать вот эти бусинки. Но они у меня немного меньше, 2 миллиметра. И сейчас я наберу и потом покажу вам. Ну вот, набор я сделала, провела ювелирный тросик через перекладинку. Теперь надо пройти опять в бусинки и в кримп. Вот я провела второй тросик, закрепляем также. Подтягиваем хорошо, чтобы не было видно тросика. И кримп зажимаем. Зажали, и теперь надо также надеть обжимную бусину маленькую. И зажимаем бусинку. Теперь также я все 4 тросика буду проводить с этой стороны, крепить кримпами и также набор делать бусин, какой мне нравится. И 4 тросика так закреплю и вернусь к вам. Ну вот, готова вторая часть моя, которую можно носить как браслетик. Замочек очень удобный. Его удобно открывать даже одной ручкой. Теперь можно присоединить здесь у нас
нижняя часть будет, это верхняя. И вот здесь вот можно присоединить теперь кулончик. Сначала цепляем бусики, потом кулончик и закрываем. Обязательно посмотрите фотографии. Не помещается, получилось сантиметров 60, наверное, примерно. У меня украшение. Вот так смотрится. Видно вам, да? Здесь маленькие бусинки, несколько рядов. Это уже на ваше усмотрение. Здесь замочек идет сбоку. Очень даже красиво смотрится. Здесь у меня украшение. И можно снимать, носить как браслетик, вот эту часть. А эту часть можно тоже носить отдельно. Посмотрите обязательно слайд-шоу, как, в каких вариантах можно это миксовать. И получится у вас разные украшения. Надеюсь, вам такая идея понравилась и вы воспользуетесь. Напишите мне ваше мнение, мне интересно, понравилось вам такое решение. Ну а если понравилось, поставьте мне пальчики. Мне будет очень приятно. Подписывайтесь на канал, кто не подписался. Нажимайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления. Ну а я с вами не прощаюсь. До скорых встреч. Всем пока.